Голливуд – это неотъемлемая часть Америки. И те, кто интересуется киноиндустрией или просто киноманы, обязательно включают в свою поездку по США посещение голливудских киностудий. Но немногие знают, что в 3 часах езды от Лос-Анджелеса есть место, где снимали буквально сотни фильмов. В сегодняшнем видео я представляю вам Алабама Хиллз. Алабама Хиллз расположены к западу от Долины Смерти, рядом с городком Лон-Пайн. Они удобны для посещения, когда едешь из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес или из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас через Долину Смерти. Путешественники в таких случаях зачастую останавливаются переночевать в Лон-Пайн. И многие не знают, что реально по времени засекали. Меньше 5 минут от центра Лон-Пайн занимает проехать до въезда в Алабама Хиллз. Но в самих Алабама Хиллз, конечно, уже можно провести несколько часов, особенно если хочется там побывать на разных, на всех местах, где снимали те или иные фильмы. Первое, что встречают на въезде в Алабама Хиллз, это камень, который, можно сказать, изуродован вандалами, но это было сделано уже так много лет назад, и он стал в свое время первой достопримечательностью Алабама Хиллз, которая встречает нас на въезде. Раньше он назывался Nightmare Rock, кошмарная скала, и здесь даже видно, что раньше были зубы. То есть это был оскал, но его решили переделать, сделали вот такую веселую рожу, и теперь это называется, в некоторых картах это отмечено как Леди Алабама Хиллз, в некоторых как просто лицо Алабама Хиллз. Но так или иначе, был вандализм, стала достопримечательность. В Алабама Хиллз снимали офигенную комедию 90-х годов с Кевином Бейконом «Треморс. Дрожь земли». Именно на этом камне они застряли с друзьями. И здесь Кевин Бейкон поднял палку, с помощью которой хотел проверить наличие гробоидов. Вы наверняка помните эпизод с прыжками с шестом. И сейчас я нахожусь на этом же камне, я попытаюсь повторить этот эпизод. Хотя, минуточку. Находите 3 отличия? Или хотя бы одно важное отличие? В фильме, когда они прыгают с этого камня на другой, здесь рядом, на расстоянии действительно прыжка с шестом, есть огромный валун. А здесь его нет. Оказывается, при том, что в Алабама Хиллз очень много валунов и камней, для этой сцены они привезли свои бутафорские камни. Они привезли бутафорские камни и установили их здесь, рядом с этим валуном, где и снимали эпизод с прыжками. Самое популярное место в Алабама Хиллз – это арка Мёбиус. Здесь всегда есть несколько машин, стоит на парковке перед началом трейла. Но при этом мы пришли в воскресенье в 8 утра, и здесь никого не оказалось, хотя машины стоят, может, люди где-то ходят. В общем, сам факт что здесь не так много людей в выходной день, говорит о том, что, в общем-то, Алабама Хиллз, оно не сильно запружено толпами туристов. Это не очень туристическое место и достаточно малоизвестное. Арка не просто красивая, но она еще интересна тем, что ее расположение такое классное, если посмотреть, то открывается вид на горы Сьерра-Невада. Если бы камеру можно было поставить чуть ниже, то тут довольно сложно выбрать такой ракурс, то была бы видна именно гора Витни, самая высокая гора континентальных Соединенных Штатов. Из всех арок, которые мы видели на настоящий момент, наверное, циклопная арка нам нравится больше всего. По крайней мере, на меня она произвела такое впечатление вот этими своими действительно циклопическими какими-то ногами, совершенно бесформенными. И при этом, не знаю, она действительно может похожа на череп циклопа. Еще один классный момент, что отсюда открывается вид прямо на горы Сьерра-Невада, за которыми заходило солнце. Когда мы подошли, буквально 2 минуты мы не успели. Когда мы подходили, солнце садилось, и я достал фотоаппарат, начал фотографировать, и солнца уже не было. Эта арка называется
hidden window, потайное окно. Это своего рода пещера с окном, не то чтобы арка. И если ваши габариты позволяют, то через это окно можно даже выглянуть. Арки встречаются в Алабама Хиллз чуть ли не на каждом шагу. Прямо в 2 шагах от арки Мёбиуса расположилась Lathe Arch, что в переводе означает «токарный станок». Сам бы ее, конечно, так не назвал, но если подумать, то действительно есть в ней что-то от токарного станка. Прямо с парковки арки Мёбиуса видна арка сердца. Причем сердце видно именно с парковки, а если подойти поближе, то вместо сердца оказывается просто двойная дыра в камне. А вот еще одна известная арка. Глаз Алабама Хиллз. Она видна с дороги Movie Road, но мы ее не смогли сразу найти. Первый раз просто проехали мимо и свернули на каком-то другом повороте вообще. От дороги до нее примерно метров 200, близко мы к ней не подходили, а просто посмотрели из машины и облетели дроном. При наличии некоторой фантазии в этой арке можно увидеть не просто глаз, а целого слона. Вообще странные фигуры и формы здесь встречаются на каждом шагу. Например, когда мы проходили мимо арки сердца, то увидели огромную каменную рыбу. Тут даже не нужно особой фантазии, чтобы ее разглядеть. Отдельный интересный момент я обнаружил в отношении кемпинга в Алабама Хиллз. Кемпинг бесплатный, разрешен только в строго обозначенных местах. Можно скачать карту, где показаны эти места. И мы думали, что вот сейчас длинный уикенд, 3 выходных дня, День независимости, будут заняты эти места на кемпграундах. Нет, большинство пустые места. И они так классно расположены в закутках вот между этими камнями, валунами. Так едешь, хоп, какой-то поворотик, там стоит место, что здесь можно оставаться на ночь на кемпинг. Дороги здесь грунтовые, но большинство дорог, вот центральная самая главная дорога, Movie Road, это стиральная доска. Если по ней ехать не спеша, то, в общем-то, проедет любой седан, и в основном седаны и ездят. Мы много видели седанов, минивенов, какие-то кроссоверы. Я уверен, что большинство это прокатные машины, люди приезжают сюда. Поэтому, если вы путешествуете и не жалко прокатную машину, то можно смело проехать по Movie Road. Огромное количество ответвлений, в том числе и вот для кемпинга, допустим. Там уже могут некоторые быть вещи под вопросом. То есть, может быть, либо крутой подъем, либо какие-нибудь глубокие колеи, и там не всегда проедет обычный седан. Но если вы взяли в прокат, скажем, какой-то внедорожник, особенно если Jeep Wrangler взяли, то тут можно колесить вообще без каких-либо проблем, потому что серьезного внедорожника, каких-то серьезных препятствий, вот мы сколько ездили, мы не заметили. Пейзаж в целом похож на ландшафты национального парка дерева Джошуа. Такие же валуны, такого же грубого помола песчаник. Вот я неудачно оперся рукой и остались такие следы. Но без ограничений, которые типичны для национального парка. Допустим, здесь можно летать на дроне и снимать. Здесь очень много мест для кемпинга. Нужно взять пермиты, но особых ограничений нет. Они бесплатные. Ты просто записываешься на сайте BLM, что ты хочешь переночевать, и все. Подводя итог, скажу, что в целом, наверное, специально ехать в Алабама Хиллз, пожалуй, не стоит, за исключением ситуации, если вы какой-то заядлый киноман или хотите посмотреть на место съемок какого-то вашего любимого фильма. Но если вы путешествуете по юго-западу США и так выпало, что вы остановились на ночлег в Лон Пайн, и у вас есть либо закат, вечер остается, либо ранним утром, можно выехать в Алабама Хиллз там, на 1 час-2 и потом продолжать движение туда, куда вы направляетесь. Живой, но больно.